Привет, друзья! Меня зовут Пульхерия. Добро пожаловать на канал Записки пользователя. Или вы гениальны? Друзья, вы любите десерты? Вы любите десерты из ресторанного меню? И я вам сегодня предлагаю приготовить десерт, в который входит топ 10 самых продаваемых ресторанных десертов. Вы знаете, что это такое? Это меренговый рулет. А вы знаете, какой десерт готовится очень быстро и очень просто, приготовлением которого справится даже новичок? Правильно, это и есть он, меренговый рулет. Он получается легким, очень вкусным, воздушным и готовится легко, быстро и просто. И готовится он на самой простой французской меренге. Для его приготовления нам понадобится 150 граммов белков и это 5 белков и яиц первой категории, 95 граммов сахара, в него надо добавить ванилин, 95 граммов сахарной пудры, 30 граммов кукурузного крахмала, 1 грамм лимонной кислоты, щепотка соли. Итак, приступаем. Белки яиц, которые должны быть комнатной температуры, отправляем в чашу миксера, туда же добавляем щепотку соли и взбиваем их до пены. Взбив вот до такой пены, мы начинаем взбиваемые белки добавлять по одной ложке сахара. После того, как мы добавим сахар, мы взбиваем до его полного растворения. Мы проверяем на ощупь, нет ли в меренге нерастворенного сахара. Пробуем пальцами. После того, как убедимся, что сахар полностью растворился, начинаем также по ложке добавлять сахарную пудру. После того, как добавили всю сахарную пудру, добавляем лимонную кислоту. И дальше продолжаем взбивать до готовности. До устойчивого состояния, стойких пиков, этот рулет прекрасно можно приготовить и ручным миксером. Взбиваем вот до такого состояния. Это называется жесткие пики. На венчик все уже замоталось. Я уже стряхнула с большим трудом. По стенкам меренга уже начинает размазываться. Ничего никуда не опадает. Чашу переворачиваем. Меренга остается в чаше. Вот так она выглядит в чаше. И теперь мы в эту массу белковую добавляем крахмал и перемешиваем лопаткой. Крахмал мешаем осторожными складывающими движениями сверху вниз, стараясь не осадить меренгу. И так мешаем весь крахмал. Друзья, и теперь вы должны взять противень, на него положить лист пергаментной бумаги. Пергаментную бумагу надо смазать растительным маслом без запаха. И самый легкий способ – это можно выложить всю меренгу и разровнять лопаткой. А можно переложить в кондитерский мешок звездочкой и по диагонали отсадить меренгу. Теперь меренгу мы с вами отправляем в духовку, которая разогрета до 150 градусов, и выпекаем 25-30 минут. Показателем будет, когда верхняя часть меренги, поверхность ее, начинает приобретать золотистый цвет. Внутри наша меренга будет сырая. Запечься должна только корочка. Пока у нас запекается меренговый рулет, мы с вами сделаем вишневую начинку. Для нее нам понадобится 200 граммов замороженной вишни. Предварительно ее надо разморозить. 6 граммов пектина. Он продается в супермаркетах. У меня яблочный пектин. И 3 столовые ложки сахара. Пектин перемешиваем со всем сахаром. Перекладываем вишню в кастрюлю и ставим ее на плиту. Подогрев температуры 45 градусов, мы добавляем сахар с пектином. Непрерывно мешаем. После закипания мы варим ровно 3 минуты и снимаем. У меня вишня закипела, я поставила таймер на 3 минуты. Сварили, 3 минуты прошло, сняли, добавляем щепотку лимонной кислоты и размешиваем. И оставляем остывать. Сейчас мы с вами приготовим крем. Для этого рулета идеально подходит крем-чиз. Мы будем делать легкий вариант крема-чиз. И для этого нам понадобится 350 граммов сливочного творожного сыра, 200 мл жирных сливок, сливки от 33% жирности и выше, 2-3 столовые ложки сахарной пудры и ванилин.
Добавляем все в чашу миксера и будем взбивать до устойчивого состояния. И сливки, и сыр у нас должны быть очень холодные, из холодильника. Начинаем взбивать. 25 минут прошло, мы достали нашу меренгу из духового шкафа. Сверху она должна быть вот такого золотистого цвета. Верхняя корочка подсохла, а внутри рулет должен оставаться мягким. Теперь его можно накрыть пергаментной бумагой или пленкой и перевернуть. И теперь снимаем с рулета пергаментную бумагу. Крем готов. Немного крема отложите для украшения, а остальной крем кладем на рулет и равномерно по всей поверхности разравниваем шпателем. Наше варенье уже готово, застыло, и наносим его прям ложкой вместе с ягодками полосками. Разровняли весь крем, и теперь мы ложкой наносим конфитюр. Рулет сворачиваем осторожно, аккуратно, не торопясь, стараясь, чтобы у нашего рулета было как можно меньше трещин. Свернув рулет, мы перекладываем его на сервировочное блюдо, а затем украшаем так, как вам это нравится. Я украшаю его кремом чиз, который мы откладывали для украшения. Крем-чиз прекрасно окрашивает жировыми пищевыми красителями, то я и сделала. Украсив рулет, его надо отправить в холодильник на стабилизацию минимум на 2 часа. Рулет достаем из холодильника, и можно его подавать к столу. Друзья мои, изысканный десерт из ресторанного меню готов. Мы его сделали самостоятельно и потратили на него немного времени. Посмотрите, какой он удивительно прекрасный. А вкус значительно превосходит его вид. В нем все сбалансировано по вкусу. Сладкая меренга с выраженным ванильным ароматом идеально сочетает с кислой вишневой начинкой и дополняет это все крем-чиз с легкой сырной ноткой. Приятным бонусом является то, что сочетание крема-чиз с меренгой дает полное ощущение по вкусу, что вы едите очень вкусное мороженое-пломбир, но только не холодное. Я рекомендую дополнить декор горьким шоколадом. Можно полить сверху, сделав из него полоски. Горький шоколад прекрасно сочетается с меренгой и подчеркивает и усиливает ее вкус. Я вам рекомендую приготовить это деликатесное лакомство. Меренговый рулет универсален, его можно подавать по любому случаю, и прекрасно он подходит для романтического ужина. Я думаю, что вашему любимому человеку будет очень приятно, если вы собственными руками приготовите этот восхитительный, прекрасный десерт. И я думаю, что он у вас прекрасно получится, потому что вы гениальны. Друзья мои, готовьте с удовольствием. Приятного аппетита. Я с вами прощаюсь. Встретимся в новом видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. С вами была Пульхерия.